Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня мы готовим вкуснейший домашний йогурт. С помощью мультиварки это сделать очень легко. И я покажу вам, что в домашних условиях тоже можно сделать йогурт безопасным. И при этом он будет дешевле магазинного. О пользе молочно-кислых бактерий для иммунитета и организма в целом, я думаю, знают все. Теперь у вас всегда будет дома полезный перекус и, кстати, часто используемый ингредиент для ПП-тортов. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Закваски для йогуртов обычно можно приобрести в аптеках. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Итак, я готовлю йогурт в мультиварке сразу из 3 литров молока. Делаю так много, во-первых, потому что у меня большая семья, и йогурт разлетается за 3 дня. А во-вторых, потому что таким объемом себестоимость 1 литра выходит ниже. Выбирая необходимый объем для себя, учтите, что срок хранения йогурта при соблюдении стерильности приготовления и условий хранения 5 дней. В процессе приготовления йогурта формируется благоприятная среда для размножения бактерий и для тех, которые содержатся в закваске, и для тех, которые попали в йогурт случайно. Именно поэтому нужно внимательно отнестись к стерильности всей посуды и молока. Чашу мультиварки можно стерилизовать с небольшим количеством воды, установив режим пар на 10 минут. Ложку для размешивания обдать кипятком. Для хорошего результата нам важно качество молока. Не подойдет разбавленное молоко и напичканное антибиотиками. Жирность у молока может быть любая, при этом у готового продукта жирность будет точно такая же. С более жирным молоком и с добавлением сливок йогурт получается густой, а с маложирным более жидкий. Вот и вся разница. Я предпочитаю брать молоко с коротким сроком годности до 5 суток, как наиболее натуральный вариант. Его обязательно нужно пастеризовать перед приготовлением. Это легко сделать в мультиварке. Делаю я это примерно за 2 часа до сна. Есть несколько способов пастеризации молока. Я использую первый вариант. Ставлю мультиварку на 65 градусов Цельсия на 30 минут. Этот способ позволяет сохранить все основные свойства и вкус молока, и при этом не требует моего участия. Мультиварка сама доведет до нужной температуры и выключится вовремя. По прошествии времени открываем мультиварку и остужаем молоко. Нам нужно добиться температуры 35-40 градусов Цельсия к моменту добавления закваски. После остывания может образоваться небольшая пленка. Ее легко снять стерильной ложкой. И проверяем температуру молока. Я для наглядности использую термометр, но обычно можно капнуть молоко на сгиб локтя. Оно не должно ощущаться ни горячим, ни холодным. Я использую болгарскую закваску с очень высоким содержанием бактерий. Высыпаем закваску и тщательно размешиваем. Ложка, конечно, тоже должна быть стерильной. Я все стерилизую, просто заливая кипятком. Готовиться йогурт будет при температуре 35-40 градусов Цельсия 8 часов. Удобно ставить на ночь. Обязательно отключите последующий подогрев, если он автоматически выставлен на мультиварке. При перегреве все бактерии умрут. Если ваш прибор поддерживает температуру не очень точно, то у вас будет другое время приготовления от 6 до 12 часов. Подберите точное время для себя. Вот и все, осталось дождаться готовности. Утром я открываю мультиварку, и вот такая прекрасная консистенция у готового йогурта. И осталось подержать его в холодильнике около 5 часов для получения максимально стабильной консистенции. И я подготовила еще стерилизованную баночку для сохранения закваски. Перекладываем немного йогурта, это будет наша закваска на следующий раз. Много раз перезаквашивать йогурт не стоит, так как с каждым следующим перезаквашиванием количество полезных микроорганизмов снижается, и вы получаете не йогурт, а простоквашу. Я перезаквашиваю всегда только 1 раз. Итак, именно этот йогурт я точно так же положу в молоко в следующий раз вместо пакетика сухой закваски.
А сейчас я покажу вам простой фокус. Как видите, консистенция у йогурта довольно густая, вовсе не питьевая. Но можно сделать его более жидким, просто размешав йогурт ложкой. Таким образом мы разбиваем сгусток, и йогурт быстро приобретает жидкую консистенцию. Смотрите, он уже очень текучий. Честно, я очень люблю вкус этого йогурта без всего, без каких-либо добавок. Он имеет очень мягкий молочный вкус с совсем легкой кислинкой. Но сейчас я покажу вам, как сделать питьевой вишневый йогурт. В блендер накладываю 700 грамм йогурта, 170 грамм вишни с соком и 70 грамм натурального сиропа. У меня сироп цикория. Смешиваем блендером до однородности. Вот такой яркий и очень вкусный питьевой йогурт получился. Ну а густой йогурт сделать еще проще. 200 грамм йогурта, 60 грамм вишни или любой фруктово-ягодной начинки и 20 грамм сиропа или меда. И размешиваем. Это очень вкусно, любимый полдник для детей, и он прекрасно идет с творогом. Вот такая вкуснота у нас получилась. На самом деле время приготовления йогурта, вот именно с моим участием, минут 5, не больше. А результат очень полезный, натуральный йогурт для всей семьи на несколько дней вперед. О пользе лактобактерий для здоровья и иммунитета, я думаю, знают все. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!